Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо большое за то, что смотрите, заходите, комментируете, лайкаете. Станислав Белковский со мной на связи прямо сейчас. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Станислав, есть что обсудить и множество тем, но начать я предлагаю с Зеленского. С Зеленского, который, собственно, назвал Путина старым человеком и в очередной раз обозначил невозможность переговоров. Мол, только когда уйдете за ленточку 91 года, за границы, тогда мы решим, с кем и о чем будем говорить. Очень жесткая позиция, высказана не в одном интервью. К чему готовиться после сказанного? Как вы думаете? Ну, про старого человека это вполне понятный троллинг контрагента, потому что Зеленский имеет преимущество молодости, а Владимир Путин очень боится старости, и для него эти упоминания болезненные. Именно поэтому в полный иджизм впал Дмитрий Медведев, верный оруженосец Владимира Владимировича, который через два поста на третий в своем телеграм-канале напоминает западным лидерам, какие они старые, особенно Джозефу Байдену. Это, конечно, двусмысленно, потому что тем самым в категорию старых может быть занесен и Владимир Путин. Но, с другой стороны, Медведев подчеркивает, что вот не надо называть Путина стариком. Байден же на 10 лет старше и ничего. И Путин повторял неоднократно, что, так сказать, он не боится якобы собственной старости, его не смущает собственная государственная старость, потому что во многих странах у власти находятся лидеры гораздо старше его, и не просто сидят в своих креслах, а активно работают, как почти дословно говорил Путин неоднократно. Поэтому тут Зеленский знает, что он делает, он пытается уязвить своего контрагента, потому что в известной степени президент Украины заинтересован в максимально радикальной позиции России. Вот сейчас я выскажу, так сказать, несколько парадоксальную мысль. Дело в том, что главное для Украины сегодня, чтобы США и союзники не отказались от безусловной и полномасштабной поддержки в ее противостоянии с Российской Федерацией. И в этом смысле для Владимира Путина же важен компромисс с Западом и, в общем, сдача Украины. Хотя это так формально не называется, но эти мечты постоянно изливаются из Кремля, из около кремлевских сред и по разным каналам. И вот, так сказать, вот, дескать, в ноябре республиканцы выиграют выборы и возьмут под контроль Палату представителей Конгресса США, а будущий вероятный спикер от республиканской партии Кевин Маккарти уже заявил, что поддержку Украины надо ограничить. А там, глядишь, Байден и республиканцы договорятся о компромиссном приоритетном сценарии воевать с Ираном, а не с Россией. И тогда, так сказать, Россию оставят в покое, а поддержку Украины тоже сократят. И вот для Киева сегодня самое важное, чтобы те отряды западных элит, которые считают необходимым мир, срочный мир в Европе, в том числе ценой существенных уступок Путину, чтобы они отползли, чтобы они не имели решающего влияния на принимаемые решения. Вот, в частности, Илон Маск типичный представитель такого среза западных элит, да, который, так сказать, транслирует угрозы Владимира Путина о применении ядерного оружия как бы через себя. И вместе с тем и он, и Дональд Трамп, и многие другие, все говорят о том, что мирные переговоры необходимы, и да, Путин плохой, конечно, но мы не должны допустить глобального ядерного конфликта, поэтому на какие-то уступки Путину придется пойти. Как минимум важно будет пойти на сами переговоры как таковые. И этот сценарий для Украины чрезвычайно опасен. Украина должна сделать все, чтобы этого не случилось. А как сделать, чтобы этого не случилось? Нужно, чтобы Россия вела себя максимально неправильно. Поэтому, так сказать, хватая Россию за усы и за хвост, Владимир Зеленский этого и добивается, по большому счету. Он не случайно наносит удар по самому больному месту Владимира Путина, по его старости. Ох, какая интересная мысль. И все, ну, поскольку Путин человек эмоциональный, хотя и тщательно это скрывает, но скрывать это удается не всегда. И поэтому, чем больнее бить по Путину, тем больше вероятность, что Путин пойдет на некие неконвенциональные шаги, которые сделают переговоры Запада с ним невозможными. В этом смысле Украина любых путинских угроз уже перебоялась, это не страшно. Но будет тактический ядерный удар и будет. Я думаю, что Зеленский так к этому подходит. Все равно это нельзя никак предотвратить разумным способом. Да, сказать, США и союзники уже заявили, что они нанесут ответный удар по России, но, видимо, Путина это не смущает в конечном счете. Не случайно в Москве и в других крупных городах России вовсю готовят бомбоубежища. Пригодны эти бомбоубежища для размещения больших масс россиян или нет? Скорее всего, нет, как и многое другое в современной России, не готово ни к чему, но это другой вопрос. В конце концов, российской власти, Кремлю и лично Путину никогда своих соотечественников сильно жалко не было.
И они не являются драгоценным товаром, который надо оберегать в конфликте с Западом. Как раз недорогими россиянами можно завалить их трупами всю любую проблему. Что, собственно, успешно делает Кремль в ходе сегодняшней частичной могилизации, когда 10 тысяч, кажется, ошибочно могилизованных отправили домой, а вот сколько уже успело погибнуть, как известный айтишник из Райффайзенбанка, неизвестно. Вполне возможно, сопоставимое число с этими 10 тысячами, а, правда, круги, близкие к спецоперации Z, уже заявили, что этого айтишника из Райффайзенбанка убили правильно. Потому что формально он айтишником не был, бронь предоставляли сотрудникам IT-компании, он в банке работал, и у него, как, грубо говоря, в трудовой книжке не было написано, что он айтишник. Поэтому погиб и погиб, так и надо. Вот. Все по-честному, все по закону. Вот, поэтому я считаю, что провокационная позиция Зеленского во многом оправдана именно этим соображением. Ни в коем случае нельзя Украине допустить начала переговоров России с Западом о мире. А для этого Россия должна вести себя максимально агрессивно, и надо ее к этому подталкивать. Да, вот насчет максимальной агрессивности, вот уже который день, там уже есть сводки, что 40% инфраструктуры повреждено, действительно попадание есть, и веерное отключение, и уже вот, собственно, тот план, чтобы оставить украинцев без тепла и света, Путин начинает, ну, как бы подходить к реализации этого плана. Что ему это даст? Или вот исходя из того, ну, из сказанного выше, это дает многое Зеленскому и вот позиции Киева? Зеленскому в том смысле, что его самый опасный для Украины сценарий — это вдруг неожиданное желание, проснувшееся желание Запада вести переговоры с Путиным. Чего сейчас добивается Реджеп Тайип Эрдоган, как ключевой посредник, о котором мы не раз говорили, и многие другие, там, от Илона Маска до Дональда Трампа. То есть, иными словами, совокупные силы тех, кто ищет и хочет этих переговоров о мире, достаточно велики. Ими нельзя пренебрегать, несмотря на то, что нынешняя позиция Джозефа Байдена состоит в том, что он даже встречаться с Путиным на саммите Большой Двадцатки в Индонезии не хочет, не встречаться, не даже пересекаться. Но это неизвестно, что будет. Это он так говорит до промежуточных выборов в Конгресс, в том числе, консолидируя и мобилизуя своих сторонников. А что он скажет после 8 ноября, будет зависеть во многом от общей обстановки, в том числе ситуации на фронтах. Да, конечно, Владимир Путин ведет войну теперь на истощение, поскольку он понимает, что у него нет вооруженных сил, способных оккупировать Украину. Не за 3 дня, как предполагалось в начале спецоперации, за дни вообще. Поэтому он должен заморозить Украину и постепенно, во-первых, объяснить украинскому народу, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Да, конечно, независимо от наличия или отсутствия у Российской Федерации дееспособных вооруженных сил современного образца, которых нет. А кроме того, здесь делается ставка на усталость Запада. Ну, что вот еще несколько месяцев Запад будет полномасштабно помогать Украине, а потом станет ясно, что это бездонная бочка, черная дыра. Что если сегодня там нужно, так сказать, 3-5 миллиардов долларов в месяц, то завтра нужно будет 10. И, в общем, так сказать, и в итоге все равно Кремль вдолбает, или как правильно сказать, Украину в каменный век. Поэтому, если, так сказать, затраты на восстановление превысят даже изначальную оценку в 600-700 миллиардов евро, а значит, нужно приступать к переговорам о мире как можно быстрее. В этом цель Путина. Ну, то есть какой-то ценник войны. В понимании Путина, да, поскольку он всегда был, остается бизнесменом. И во всех его расчетах вопрос прибыли и убытков присутствует. Он не является в этом смысле рыцарем без страха и упрека, который идет до конца исключительно из идеологических или философских соображений. Станислав, а какой тогда расчет по Каховскому водохранилищу? Сброс воды уже произведен, и некоторые уже комментаторы потирают руки и говорят, что ну вот смотрите, воду сбросили, значит рванут. Рванут? Не исключено, на всяком случае, иначе бы так об этом завзято не говорили. И ясно, что все готовится к сдаче Херсона, несмотря на то, что официальная позиция Кремля и командования свозом спецоперации Z, в том числе генерала Суровикина, состоит в том, что Херсон не сдадим ни за что. Но как-то уже все это выглядит немножко по-другому. Уже составлена опись ценностей, которые нужно вывести из Херсона в первую очередь. Среди них останки князя Потемкина Таврического. Это, безусловно, сакральный объект, которым пожертвовать Российская Федерация никак не может. А также коллекции херсонских музеев, там все уже описано. Да, говорят, на АЗС в Херсоне перестали принимать рубли. Да, только гривни идут в ход. Правда, на части АЗС исчез бензин вовсе, но это другой вопрос.
Так что, нет, судя по всему, к сдаче Херсона все готово. Но просто так же уйти из Херсона, как в свое время из Купинска, Балаклея, Изюма нельзя. Значит, нужно устроить что-то страшное и показать, что отвод войск из Херсона был неизбежен по причинам катастрофического свойства, фатального. Для этого нужно, вот как нам и сообщали американские источники, на этой неделе подрыв Каховской ГЭС под чужим флагом. То есть Российская Федерация обвинит в этом Украину. Сценарий это вполне логичен, то, что при этом прервется поставка воды в Крым, не страшно, потому что Крым и так жил без этого источника поставки воды. Правда, Владимир Путин распропагандировал многих, включая Илона Маска, тем, что поставка воды в Крым, водоснабжение Крыма чуть ли не ключевой предмет не войны, она же спецоперация Z. Но на самом деле это не так, мы же не будем верить тому, что он формально говорит. Да, поэтому с водой он как-нибудь разберется. И, собственно, на протяжении истекающей недели было очень много разговоров о том, что вот страшный удар, который Россия в состоянии нанести, будет нанесен по одной из ГЭС Днепровского каскада, после чего станет, ну, то есть это воспроизводство японского сценария 1945 года, о котором сам Путин говорит еще с весны, и о котором мы с вами тоже неоднократно говорили, но в таком специфическом украинском измерении, так сказать, раз существует Днепровский каскад ГЭС, а уже давно я следил за полемикой вокруг этого каскада, и многие специалисты говорили, что доля Днепровских ГЭС всех совокупная в энергобалансе Украины очень невелика, кажется, она в пределах 10%. А риски, которые несет этот каскад, огромны, даже без всякой войны. Просто любая там техногенная катастрофа может привести к чудовищным последствиям. И поэтому давно уже муссировалась тема, что надо как-то демонтировать постепенно Днепровские ГЭС. Но их не демонтировали, и поэтому сегодня они приоритетный и привлекательный объект для удара, или во всяком случае для шантажа, сопоставимого с тактическим ядерным ударом. Тем более, что не очень понятно, как можно разрушить эти плотины, не прибегая к ядерному оружию. Потому что они там на века строились, и так просто там несколькими калибрами или кинжалами вряд ли удастся их забодать. Станислав, а вот здесь интереснейший момент. Давайте смоделируем, что плотину, ну вот дамбу взорвали, вода пошла, большая, как бы большая вода, большая беда. А что будет делать Запад? Вот эти заявления там экс-главы ЦРУ, вот этих десантников, которые в Румынии находятся, что в случае чего мы готовы пересечь границу Украины и воевать не под флагом НАТО, а под флагом Соединенных Штатов Америки, собственно, против Российской Федерации. Вот если это сопоставимая катастрофа, то будут сопоставимые действия такого рода? Да, я думаю, что, во всяком случае, ракетный удар по российским вооруженным силам и, возможно, центрам принятия решений, тем самым, в Российской Федерации будет, да. Я чувствую, что Соединенные Штаты Америки тоже перебоялись и к этому готовы. И понимаете, тут как Зеленский должен провоцировать Путина, чтобы ни в коем случае не допустить мирных переговоров между Россией и Западом. Ну, в первую очередь, Соединенными Штатами, поскольку под Западом Путин понимает именно США и считает, что только с Вашингтоном можно и нужно о чем-то договариваться. И вся цель его усилий, вся его эскалации – это принудить Вашингтон к переговорам по типу времен Карибского кризиса 60-летней давности. Но тогда Советский Союз был сверхдержавой, и мир был биполярным официально. Сейчас Россия не сверхдержава, она не равна Америке даже в собственном воображении, поэтому нужны какие-то особые отдельные хулиганские действия, чтобы, несмотря на несопоставимость сил, ресурсов и роли в современном мире, США пошла на прямые субстантивные, как любит говорить Путин, переговоры с кремлевским диктатором. Вот. Так и Путин должен повышать ставки, и он должен доказывать, что он в состоянии выполнять даже свои самые страшные угрозы, чтобы наистрашнейшая угроза, глобальный ядерный конфликт, актуализировалась в головах западных лидеров, принимающих решения. Чтобы вот угроза, то, как чувствует Илон Маск, также чувствовал бы себя и Джозеф Байден. Это цель Путина. Тогда переговоры неизбежны, поскольку, естественно, глобальный ядерный конфликт никто не пойдет, и поэтому Путин должен строить из себя безумца, безусловно. Отчасти он им и является, то есть он реализует программу своего саморазрушения и вполне суицидален, но отчасти еще и переигрывает и доигрывает эту нишу, чтобы все понимали, что он способен на все. Это то, в чем он Илона Маска и убедил в ходе их личного общения около месяца назад. Но в нынешней ситуации, мне кажется, Запад готов психологически к серьезному удару не ядерным оружием по российской территории. Означает ли это, что Путин этого не хочет? Нет, может быть, он этого и хочет. Потому что ему нужны козыри для дальнейшей эскалации и повода для нее. В рамках той логики, которую я только что описал. Да, очень интересно, но все-таки вот это ведь совсем другая война, если контингент Соединенных Штатов Америки перейдет границу Украины и какие-то там дивизии, там, десантники начнут стрелять в российских солдат.
Нет, это ничего нового не случится, понимаете, это тоже уже пройденный этап. То есть юридическая квалификация тех или иных военных телодвижений – это предмет далекого прошлого. Какая разница? Сегодня Украина воюет натовскими вооружениями. Нынче мы увидели большой программный материал в издании «Нью-Йоркер», где, так сказать, описывалось, как Украина готовилась к войне в начале 2022 года. И для меня было очень интересно. Это факторы связаны с тем, что Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины, скрывал свои планы и от США, и от собственного президента Владимира Зеленского, поскольку боялся, что утечка информации будет смерти подобна, а Зеленский был не слишком настроен на широкомасштабную подготовку к большой войне и, видимо, таки не верил в нее. Хотя в оправдании Зеленского, естественно, надо сказать, что именно его героическое поведение в первые недели, особенно дни войны, сыграло огромную роль в том, что Украина устояла, и в этом смысле репутацию современного Черчилля Зеленский уже снискал. Вряд ли ее удастся разрушить в обозримой исторической перспективе. Но там же многое говорится о том, как страны НАТО, войска НАТО помогали Украине уже в ходе не войны. И, так сказать, предоставили координаты для потопления крейсера «Москва», и, так сказать, разрабатывали план наступления в Харьковской области и так далее, и так далее. Поэтому уже как бы многократно доказано, что НАТО де-факто участвует в войне, не де-юре. И ничего в этом смысле не меняется от того, что американская дивизия зайдет на украинскую территорию. То есть ситуация уже такова, что никакие формальные оправдания не нужны и не действуют. Сказать, сейчас кто сильнее будет, тот и прав, по классическим законам войны. Станислав, но тогда как-то уже не нелепо или там не фантасмагорично звучат слова Зеленского о том, что, мол, если ты ударишь на Банковую, готовь, что прилетит и тебе в Кремль. Да, разумеется. И Путин к этому готов, на мой взгляд. Потому что для Путина важно довести ситуацию до точки, когда большая часть мировых элит будет считать абсолютно реальным глобальный ядерный конфликт. В этот момент воленс-ноленс, руководство США пойдет с Кремлем на переговоры. Вот такова цель Путина, он к ней последовательно идет. Цель Зеленского не допустить, извините, что я повторяюсь, но тут у каждого своя цель, и каждый к ней последовательно идет. Цель Зеленского не допустить никаких таких переговоров Запада с Путиным, а для этого важно, чтобы Путин не останавливался, чтобы его военная машина продолжала действовать максимально чудовищно, и тем самым у Запада не было никаких моральных возможностей идти с ним на переговоры. Вы Мюнхен наших дней, политика умиротворения страшного агрессора, который всегда в истории приводит к обратному результату. Станислав, вы не то что вы повторяетесь, просто мы с удовольствием как бы это слышим и слушаем. Просто я хочу понять контрлогику, то есть вот что может резко развернуть ситуацию. То есть просто Россия должна перестать стрелять? Ну, Россия сейчас не перестанет стрелять, пока не начнутся переговоры. Поскольку даже если какой-нибудь страшный разрушительный удар тактическим ядерным оружием по гидроэлектростанциям или по большим скоплениям вооруженных сил Украины в той же Херсонской области или где-нибудь еще не будет нанесен, все равно война на истощение будет продолжаться. Будет продолжаться последовательное выведение из строя энергетической инфраструктуры Украины с целью добиться того, чтобы Украина вошла в зиму в максимально неблагоприятных условиях. И в этой ситуации, поскольку уже тогда по замыслу Кремля население страны уже будет возмущаться и говорить, что лучше, так сказать, ужасный конец, чем бесконечный ужас, и надо таки уже пойти на какие-то переговоры о мире. А с точки зрения Путина, превентивным условием этих переговоров о мире является фактическое признание за Россией аннексированных ею территорий, почти 20% украинской территории. Поэтому он так успешно их аннексировал, невзирая на то, что военные возможности их удержать конвенциональными методами уже тогда казались небольшими. В отличие от ситуации, скажем, летом, когда думалось, что к 11 сентября Россия оккупирует все 4 региона целиком, включая Запорожье, и, так сказать, проведет референдумы. Да? Потом они перенеслись на 4 ноября, но стало ясно, что к 4 ноября как раз Россия может потерять большую часть своих территориальных приобретений в ходе не войны, и референдумы были проведены гораздо быстрее. И, так сказать, их заведомая фейковость Путина совершенно не смущала. Но у Путина остается пространство для шантажа очень короткое, очень небольшое и сжатое, потому что его ставка была на энергетический шантаж Европы до недавнего времени. Однако, по большому счету, этот шантаж не сработал. На этой неделе мы узнали, что Европа за 8 месяцев сократила зависимость от российского газа на 2/3, а еще недавно казалось, что это займет несколько лет.
Германия вообще утратила эту зависимость. Евросоюз договорился о сокращении потребления газа на 15%, чего вполне достаточно. Отдельные страны типа Венгрии получили свои послабления, которых они и добивались. Турецкий хаб с Реджепом Таyyипом Эрдоганом непонятно, что дает Путину. Что он дает Эрдогану, понятно, потому что Эрдоган хочет взять под контроль поставки в Европу газа не из России, а из Азербайджана, из Туркмении, из Ирака, Израиля, Ливана и Кипра, шельфа Кипра. Вот этот куст его интересует. А с Путиным Европа не будет иметь теперь дела, поэтому, так сказать, будет ли он поставлять газ в турецкий хаб или нет, неважно. Его главным и единственным потребителем остается, собственно, Турция. Евросоюз не будет связываться с кремлевским диктатором, поскольку из принципа уже все. Тут красная линия давно перейдена. А поэтому что ему остается? Только ядерный шантаж. И вот он им и занимается. Да, очень интересно. А вот мы заговорили о Европе, ну там тоже, собственно, не все так просто. Макрон обвиняет США в дорогом газе, 3-4 раза дороже. Собственно, выходит из Хартии Франция, будет развивать еще там упорнее зеленую энергетику. И мы как бы вот этот шаг Макрона, ну вот как можем трактовать ввиду того, что проблемы, несмотря на то, что Европа точно не замерзнет и выстоит, но проблемы будут. А проблемы будут, они и есть. И не надо забывать, что в Европе антиамериканские настроения вполне сильны. То есть не надо думать, что простой европеец всегда является американофилом. Это далеко часто не так. И в частности во Франции это далеко не так. Значительная часть французов настроена очень критически и скептически по отношению к Америке. И Эммануэль Макрон здесь работает со своими французами, со своим электоратом. Тем более, что Франция как раз в минимально уязвимой позиции еще из-за сильной атомной энергетики, которую она сохранила, в отличие от Германии, столь стремительно поддавшейся на историческую провокацию после аварии на японской АЭС Фукусима 10 лет назад. Поэтому, так сказать, тут, естественно, Макрон должен показать, что он не полностью находится в зависимости от США. Тем более вы помните, что Макрон даже, так сказать, не торопился поздравить Джозефа Байдена с избранием на президентский пост и так далее. Всему этому предшествовал скандал вокруг подводных лодок, когда США заставили Австралию отказаться от французских подводных лодок и закупить американские. То есть отношения внутри евроатлантических союзников очень непростые. Но это не значит, что у них нет единства по отношению к России. Да, так сказать, даже там, где появляются откровенные пропутинцы в правительстве, как, например, Маттео Сальвини, лидер итальянской партии Лига в новом составе итальянского кабинета министров, все равно общая линия, которая декларируется премьер-министром Джорджо Мелони, неизменна. Италия не будет оппортунистом и предателем общего дела ЕС и НАТО по отношению к российско-украинской войне, которая на самом деле является, конечно, большой войной России с Западом, да, а не исключительно с Украиной. Поэтому, но это совершенно не значит, что Запад абсолютно един и неколебим в смысле внутренних противоречий, которые были, есть и остаются, разумеется. То не все сводится исключительно к оценке ситуации на украинских фронтах. Есть еще масса соображений внутренней и внешней политики западных стран, которые, так сказать, мы тоже должны учитывать. Италия изменится? Кардинально нет. То есть я не вижу, что если говорить о ее позиции по отношению к спецоперации Z и к войне в Европе, нет. Мне кажется, что позиция премьер-министра Джорджо Мелони абсолютно здесь недвусмысленна и последовательна. И даже Сильвио Берлускони, который, как мы знаем, теперь обменялся спиртными напитками с Владимиром Путиным, получив от него в подарок ящик водки на свой 86-й день рождения. Я всегда восхищался и восхищаюсь, в какой блестящей форме находится этот человек, так сказать, полностью подтверждающий белковскую теорию старости. Согласно, нет, а есть только становление и зрелости. Пока твое жизненное задание не исчерпано, ты остаешься полностью пригодным к жизни и творчеству, что Берлускони и доказывает. Вы знаете, что в ответ он отправил Путину ламбруску, но ламбруску, как говорят наши кремлевские источники, Путин не выпил. Она была уничтожена, поскольку служба безопасности российского президента посчитала высокую вероятность отравления РФ-лидера. Ну, конечно, не самим Берлускони, он бы на такой никогда не пошел, но вряд ли обязательно какие-нибудь спецслужбы англосаксонского мира должны были вмешаться и отравить эту ламбруску уже после ее, так сказать, отправки из резиденции Берлускони к Путину. Поэтому сам Берлускони попал под подозрение, что он обходит европейские санкции, потому что поставки русской водки... Вообще, обращаю внимание, что вся эта, так сказать, военная катастрофа в Европе, она, так сказать, открывает совершенно новые возможности для рекламы разного рода товаров и услуг.
создает новые рекламные рынки. Мы с вами, по-моему, говорили, что так сказать, глава Объединенных Арабских, шейх какой-то там из Объединенных Арабских Эмиратов появился у Путина в кроссовках Nike, что все обсуждали. А вот сейчас скоро все будут обсуждать на предстоящей неделе, какую именно водку отправил Путин Берлускони, и чтобы Берлускони не попал под уголовную статью в обходе санкций, я думаю, что будет заявлено, что это водка Grey Goose, то есть не российского производства. И так будет, я думаю, что, так сказать, производители Grey Goose могут вложиться серьезно в такой проект. То есть, ну, не Путинка, это, наверное, точно. Да. Была такая водка, по-моему, Путинка в Российской Федерации. Это была одна из самых дешевых и действительно водок из категории отравы. Не в том смысле, в каком Кремль воспринимает берлусконевскую ламбруску, а в самом прямом. Да уж. Водка Путинка примерно соответствовала Путину политику по смыслу воздействия на больную душу русского народа. Это точно. Станислав, скажите, пожалуйста, вот вернемся, собственно, к ситуации вокруг там будущей эскалации там, или, скажем так, недопущения переговоров. Вот многие говорят, что потеря Херсона это какой-то будет удар, очень болезненный по режиму Путина. Но исходя из того, как готовятся к этому исходу из Херсона российские военные, российские политики и пропагандисты, мы понимаем, что выдержит этот удар режим. Или не все так просто и однозначно? Нет, не все так просто и однозначно, потому что тогда в остальных аннексированных регионах станет ясно, что лозунг «Россия навсегда» оказался фейком, как и Вторая армия мира. Да, Владимир Путин с точки зрения внутренней политики чувствует себя достаточно уверенно, и до недавнего времени он вообще не беспокоился о лояльности своего народа. Но как раз месяц, прошедший с момента начала частичной могилизации, показал, что народ не в должной мере ему лоялен. Именно поэтому могилизацию так спешно и свернули, особенно в крупных городах, где она была максимально непопулярна, типа столицы Москвы. Поэтому, так сказать, в первую очередь ему грозит нелояльность остатков населения аннексированных территорий, поскольку все-таки они воспитаны в украинской политической культуре, когда не любить правителя и отвергать его можно, а не нельзя, как в современной России. И, так сказать, я думаю, что Путин исходит из этого понимания, и именно это повышает риск каких-то неконвенциональных военных действий на территории Херсонского региона. К сожалению. Угу. Но вот режим, собственно, не пошатнется. Нет, имеется в виду внутри, с середины. Режим уже пошатнулся с 21 сентября, с начала частичной могилизации, которая оказалась самым и главным непопулярным действием Путина за весь период его правления. И введение режима повышенной готовности, то есть частичного военного положения лайт в ряде регионов России, есть реакция на это. Конечно, собственно, федеральные силовики очень хотели этого, потому что им надо чем-то себя занять. Вот они уже в Москве сегодня ходят участковые с полицейскими по квартирам и проверяют, не сидят ли где украинские террористы и агенты украинского влияния. Теперь то есть, силовики при деле, и снят с повестки дня вопрос о том, что всех этих дармоедов надо отправить на украинские фронта. Что говорили не какие-то там зашуганные оппозиционеры, а вполне влиятельные фигуры путинского режима, типа Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова. Кадыров вообще говорил, что половину из силовиков отправить на украинские фронта, говорил он с присущим ему сарказмом и элементами троллинга, то возникнет это 2,5 миллиона человек, и возникнет армия, перед которой не устоит никакой НАТО. Вот теперь силовики, поскольку они очень при деле на местах, они должны контролировать украинские диверсионные группы и предотвращать теракты на территории, так сказать, на канонической территории России, особенно в местах повышенного скопления людей в учебных заведениях и детских учреждениях, то уже на украинские фронта они не поедут. Это огромный успех. Они отбили эту морально-психологическую атаку Пригожина, Кадырова и единомышленников последних. Но вместе с тем, конечно, Путин опасается, что вот недовольство его свежайшими действиями может быть конвертировано в какие-то эксцессы. И для этого режим повышенной готовности, который можно в любую секунду конвертировать в полноценное военное положение, ему необходим. Собственно, в 3-м пункте указа о военном положении сказано, что при необходимости в любом регионе России можно, так сказать, ввести военное положение в полном объеме. Что и будет сделано, особенно в столице Москве, если Путин испугается чего-нибудь, какого-то неблагоприятного для себя развития событий в плане дестабилизации режима. Но это не означает, что режим завтра пойдет или готовится к этому. Но нервозность, безусловно, резко нарастает. И, кроме того, нарастает самостоятельная политическая активность разных фигур, которые уже не входят в путинскую вертикаль власти. Типа Евгения Пригожина. Да, конечно, он подчиняется Путину неформально, но формально-то он никто. И совершенно непонятно, в каком же качестве он возводит линию Вагнера, которая проходит не только в Донецкой и Луганской областях Украины, но и в Российской и Белгородской области. Это что? Как это соотносится с задачами Федерального министерства обороны и вообще власти? А никак.
Может строить линию Вагнера, строит. Он же формирует народное ополчение в Белгородской области, почему-то он. Да? То есть, иными словами, формируют совершенно по параллельные контуры власти, как всегда в критические времена в истории разных стран, особенно России. Не говоря уже о Кадырове, который давно существует отдельно. И Чечня де-факто независимое государство. Какие бы там клятвы на верность он не приносил Владимиру Путину, а клятвы эти приносят в основном лично. Не Российской Федерации, а именно физическому лицу. Исчезнет Путин, и как бы эти клятвы уже не действуют. Хотя Рамзан Кадыров, естественно, заинтересован в Путине и в России, потому что она является для него источником огромной дани. И глава Чечни неоднократно был пойман на том, что он завышает цифры федеральной помощи Чечне, а не занижает их. И многие думали, что это от некомпетентности Рамзана Ахматовича. Нет, ничего подобного. Он полностью он владеет вопросом. Просто он специально продает эту историю своему народу. Что смотрите, как много денег я получаю от России. Ну, правда, перепутал в сторону увеличения, но в правильную сторону перепутал. Чтобы собственный чеченский народ знал без Рамзана Ахматовича, а у Рамзана Ахматовича много врагов в своем чеченском народе, немало, с учетом опыта его деятельности и расправы над его противниками на протяжении десятилетий. Да? Он понимал, что без Рамзана Ахматовича этот золотой дождь может прекратиться, и Чечня обеднеет. А детей зачем своих на передовую В постановочных целях фотографировать? сын уже оказался в Абу-Даби на чемпионате по боксу, да, через пару дней. Это чисто постановочная акция, точно так же, как и визит Путина в лагерь мобилизованных. Никаких мобилизованных там, конечно, не было, все были сотрудники его охраны, изображавшие мобилизованных, где он там стрелял из снайперской винтовки. А оппоненты Рамзана Ахматовича Кадырова внутри России уже заявили, что по закону его нужно лишить родительских прав. Потому что он не имел права вводить несовершеннолетних детей на войну. И органы опеки федеральные должны заняться Рамзаном Ахматовичем. Это вот я хотел посмотреть на то, как это оно будет. Потому что по мере нарастания и разрастания бардака внутри сыплющегося, пусть не быстро, но последовательно путинского режима, возможно все. Это точно. Говорят, двойник в Рязанском полигоне в учебном центре был, а не сам Путин. И были все остальные. Путин был настоящий. Помните, такая тоже реклама крошки M&M's, да, так сказать, был Дедушка Мороз, который смотрел на этих самых крошки M&M's, говорили, смотри, он настоящий на Дедушку Мороза, а Дедушка Мороз смотрел на крошек M&M's и говорил, они настоящие, и падал в обморок. Вот мне кажется, Владимир Владимирович Путин должен сняться в следующей рекламе M&M's в роли крошек M&M's Зеленский и Залужный. Это точно, слушайте, отлично, отличная история, отличный... были фейковые, это были сотрудники путинской охраны, а сам он был настоящий, как Шойгу, которого, как вы с вами говорили, не снимают, несмотря на то, что он фактически отстранен от руководящей работы на спецоперации Z, но Путин не может признать свою неудачу, и поэтому не может быстро уволить высших военачальников. Станислав, много конспирологии ходит вокруг того, что принесет Китай в войну России против Украины и укрепление товарища Си, которого переизбрали, и, собственно, он теперь для Китая все, судя по изменениям, которые внесли в программные документы. Что думаете? Ничего существенного. Сильно ссориться с Америкой Китай не будет из-за России. Я считаю, более вероятным сценарий, что Китай договорится с Америкой о том, как-нибудь совместно обуздать и поделить Россию. Пусть не в формальном смысле расчленения ее территории, но в фактическом. Сфер влияния и, так сказать, и контроля над определенными российскими ресурсами, все еще представляющими интерес для этих сторон. Но Китай занят собой. Товарищ Си, так сказать, уничтожил внутрипартийную оппозицию, не в руководстве. Внутри партии она по-прежнему остается, и в элитах Китая остается. И поэтому его дальнейший путь к формированию персоналистского режима отнюдь не будет безоблачным. Далеко не все довольны отказом от традиции, заложенной Дэн Сяопином, и возвращением фактически к маоистским основам построения власти в Китае. Поэтому неизвестно, что там случится с товарищем Си в обозримой перспективе. Но это Москва не может рассчитывать на то, что Китай будет ее спасать. Товарищ Си как раз может быть эффективным транслятором Путину мысли о том, что тактическое ядерное оружие нельзя применять ни при каких обстоятельствах. И здесь он может тоже договориться с Америкой, потому что товарищу Си это не надо. Ему не нужны такого типа прецеденты. Он ведет свой собственный торг с Америкой в условиях жестокого экономического кризиса. То, что постоянно Китай возвращается к ковидному карантину, связано не с реальным страхом перед ковидом, а с тем, что товарищ Си должен постоянно проводить учения по контролю над собственными китайцами, так сказать, над собственными гражданами. Это испытывать систему контроля, так сказать, тотального большого брата, с помощью которого можно полностью мониторить поведение любого китайского гражданина. Для этого нужен повод, предлог, и этим предлогом являются какие-то вспышки COVID-19. От легенды о COVID-19 весь мир уже в целом отказался. Вот на этой неделе Швейцария уничтожила 9 миллионов вакцин Pfizer.
при том, что население Швейцарии 8 миллионов 700, то есть запасы Pfizer были. Значит, Олаф Шольц неожиданно признался, что неизрасходованные из Европейского фонда борьбы с пандемией COVID-19 80% средств, а именно 600 миллиардов евро, какой же был фонд, представляете, и эти 600 миллиардов евро пойдут на нивелирование последствий роста цен на энергоносители, то есть на благое дело. Ну, еще недавно, как мы знаем, пало правительство Дании, которое уничтожило норок, своих миллионы датских норок, из-за того, что они якобы были разносчиками COVID-19. Вот ваш несчастный собеседник Белковский в одиночку в своей программе «Тогда время Белковского» на «Эхе Москвы» боролся с этим безумием, и, как вы видите, мы победили. Правда, через 2 года, но, так сказать, вот скоро будут досрочные выборы в Дании, потому что задним числом признали, что норок уничтожили совершенно зря, и никакой опасности они не несли, а вот их уничтожение нанесло огромный ущерб Дании. И в смысле промышленности, и в смысле экологии. Вот. Поэтому ковид на самом деле никто не боится. Но вот никакого китайско-российского альянса быть не может. Китай работает и играет строго на себя. И он может использовать Россию как условного союзника для давления на США. Но это не значит, что он будет решать российские проблемы на украинских фронтах или подталкивать Россию к применению неконвенциональных вооружений. Я говорю, Китай, когда ты живешь в стеклянном доме, ты не должен бросаться кирпичами. И Китай этот принцип хорошо помнит. У него своих проблем немало, от Тайваня до Синьцзян-Уйгурского автономного района. Но Путин выдохнул. Ну, он никак не мог влиять на эту ситуацию. Вероятность успеха товарища Си была близко к 100%. То есть, мне кажется, мало кто сомневался, что он победит на этом 20-м съезде, призванном закрепить его единоначалие и фактически новый тип политического режима в КНР. А если бы даже Си проиграл, ну, я не думаю, что новое китайское руководство занимало бы какую-то принципиально иную позицию. Вероятность того, что товарищ Си победит на 20-м съезде, была близко к 100%, поэтому Владимир Путин мог не переживать. Так же, как и в случае его поражения, новые китайские лидеры принципиально придерживались бы по вопросу взаимоотношений с Россией той же позиции. Но Китай находится в состоянии эшелонированного противостояния с США. США на фоне вот этого самого тяжкого экономического кризиса, что не улучшает шансы Китая. США наносит Китайской Народной Республике весьма чувствительные удары, например, запретив гражданам своей страны работать в китайских компаниях, связанных с производством полупроводников, что очень, так сказать, серьезная карательная мера. Китай остается технологически весьма зависим от США, кто бы что ни говорил. И Китай вообще не производитель аутентичной продукции. Это в основном импортер образцов, а не экспортер. Захват Тайваня нужно еще, чтобы взять под контроль полупроводниковую промышленность острова, но становится все более понятно, что едва ли Китай дерзнет это сделать военным путем, даже и в 2027 году, как сейчас утверждается. Поэтому в этом противостоянии Китай не будет расходовать значительных ресурсов на поддержку Кремля. Он будет использовать Кремль как дополнительный аргумент, что он может повлиять на Кремль. Например, вот если Си Цзиньпин предотвратит тактический ядерный удар, используя свое влияние на Путина, то он может попросить взамен у США каких-то ништяков, какой-то компенсации. Вот такого типа торг возможен. Но ничего существенного ни в судьбе Путина, ни в судьбе спецоперации Z 20-й съезд КПК не изменил. Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал Белковский, именно с таким названием. В телеграм-среде можно найти телеграм-канал и получать интереснейшую информацию. Все совпадения с реальным Белковским, с которым мы сейчас имеем возможность пообщаться, вы написать комментарий, а я задать вопрос. Все эти совпадения исключительно такие эфемерные, но тем не менее канал полезный. Да, я хочу подчеркнуть, что телеграм-канал Белковский — это первый канал, который ведется целиком искусственно и администрируется искусственным интеллектом, и он мой генеральный информационный спонсор, поэтому если я физически Белковский что-то знаю о жизни и мире, то благодаря телеграм-каналу Белковский. Подписывайтесь. Да, на этом телеграм-канале, собственно, в этом телеграм-канале можно было прочесть странную историю о товарище Кириенко, который руководит внутренней политикой Российской Федерации и позволяет себе войну называть войной, да еще и какой, народной, призывая каждого гражданина Российской Федерации включиться в достижении великой победы на всех фронтах. Как вы думаете, почему выполз Кириенко? Потому что на фоне неэффективности военных структур, а также провала войны как спецоперации, теперь уже приходится признавать очевидное, что это война, и пытаться мобилизовать недорогих россиян на поддержку кремлевского курса. Что практически невозможно, поскольку среднестатистический недорогой россиянин полностью демобилизован. Ему не хочется идти умирать и проливать кровь за Путина. Пока это его не касалось, он пассивно поддерживал спецоперацию. Как только это стало его касаться, у него вдвое вырос уровень тревожности, по данным официальных кремлевских социологов. С 21 сентября, с начала частичной мобилизации, втрое
выросло количество разбойных нападений в 7 раз число убийств в России за месяц. Вот. И поэтому, так сказать, отборные кадры в лице господина Кириенко брошены в бой, чтобы объяснить народу, почему это народная война. Объяснить-то невозможно, но и не исполнять путинского поручения Кириенко не может. Поэтому де-факто он констатирует, почему спецоперация Z терпит неудачу. Именно потому, что большинство многонационального РФ народа, на 80% состоящего из русских, не понимает целей и задач спецоперации и лично ничем жертвовать ради ее не хочет. Продать миф о народной войне не удастся. Но не удастся, работать-то надо. Кириенко не может саботировать впрямую свою основную административную миссию. Вы знаете, настоящий хлеб конспирологов был звонок Остина Шойгу и, собственно, вот эти переговоры, которые должны были что-то значить. И версии высказывались неимоверные. Хочется послушать версию Белковского. Если вот такой звонок состоялся, поскольку я не знаю, о чем говорили Остин с Шойгу, то я могу лишь судить об этом по косвенным признакам, а что случилось после. А после вот американская дивизия появилась в Румынии. То есть, видимо, из разговора с Шойгу Остин понял, что приготовление России к какому-то страшному удару является вполне реальными. И что это не только блеф Путина, которым он заражает незрелые мозги Илона Маска, но и совершенно актуальные военные приготовления Российской Федерации. Но Шойгу, как источник этой информации, отстраненный, как бы. Отстраненный от руководства, но не от информации о том, что происходит. И пока он остается формальным министром обороны, его американский коллега должен вести диалог именно с ним. Других вариантов нет. Да, очень интересно. Друзья, не могу не задать вопрос господину Белковскому о камбэке Джонсона и Лиз Трасс. Это очень интересная тема, которую мы периодически поднимаем в наших беседах, но все-таки 45 дней плюс. Ну, это позор. Ну, это демократия. Ничего страшного не случилось, то есть устойчивости государственного организма Великобритании это не угрожает. 45 ягодка опять, напомним, поэтому для красивой дамы это, так сказать, по-своему комплиментарно. Именно 45 дней провести на премьерском посту. Пока что самым стабильным жителем резиденции на Даунинг-стрит остается кот Ларри, который там находится уже 9 лет и который недавно прогнал от резиденции лису. Видимо, символ путинской хитрости, пытающийся проникнуть в бытие и сознание западных элит, особенно англосаксонских. Поэтому, это кремлевские пропагандисты сделали за такую трагедию, что сказать, будет новый премьер-министр, Лиз Трасс провалилась, и хотя Борис Джонсон самый популярный консервативный политик, у меня пока нет убежденности, что он вернется к власти сейчас, поскольку все-таки моральные претензии, из-за которых он покинул свой пост, они никуда не делись, они не забыты. Вот, скажем, через пару лет они бы уже не имели никакого значения. Но сейчас и ковидные вечеринки, и вечеринки во время ковида, вопреки карантинным запретам, и покровительство, так сказать, джентльмену гею, который харассил, так сказать, молодых людей в нетрезвом состоянии, все это британское общество не простило, пока еще не полностью простило Джонсону. И 52% британцев против того, чтобы Джонсон вернулся на пост премьер-министра. Впрочем, это не зависит же от прямого большинства, это зависит от консервативной партии. А консервативная партия, с другой стороны, понимает, что спасти ее от полного разгрома на выборах 2024 года может только Джонсон. Потому что сейчас пока Британия пожинает горькие плоды Брексита. А сладкие плоды тоже придут, но чуть позже. И все-таки делать это надо по руководству именно такой единственной масштабной по-настоящему политической фигуры, как Борис Джонсон. Поэтому я думаю, что если Борис Джонсон и Риши Сунак договорятся, что консервативная партия им дорога, и лучше не допустить ее, так сказать, тотального поражения от лейбористов на ближайших всеобщих выборах, то Джонсон станет премьером. Да, вполне возможно. Друзья, я благодарен всем, кто посмотрел это видео. Я, конечно же, в очередной раз призываю всех беречь себя. Очень сложный период. Все наверняка поняли, почему изменилась картинка в финале. Это все вот этот blackout, который, собственно, принесли в нашу страну российские ракеты. Станислав, я благодарен вам за эту беседу. Большое спасибо, всегда к вашим услугам. Всем привет.